Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем заниматься цигун-терапией и будем укреплять легкие. И покажу вам очень простые упражнения, которые будут эффективны для укрепления легких. Может быть, кто-то спросит, как мне решить, что вот именно цигун заниматься нужно? Ну, во-первых, это многовековая проверка временем. Цигун просто подходит для людей любого возраста, любых заболеваний, и здоровым, и больным, и молодым, и не очень молодым. А дары его несоизмеримы ни с чем. Это здоровье, это силы, это укрепление тела, несмотря на плавные движения. И не только укрепление, но и очищение от болезней, вирусов, замусоренности. Но мы переходим к легким. Легкие относятся к стихии металла, а металл представлен серебром, поэтому полезно носить серебряные украшения. Но, конечно, кто любит серебро, у кого оно есть, не надо бежать и покупать срочно в магазине, тратить деньги. А также это белый цвет, поэтому полезно носить одежду белого цвета. Ну а мы будем очищать и укреплять легкие белым туманом, как и в первых упражнениях. Легкие выходят на большие пальцы рук. А к металлу относится толстый кишечник. Это указательные пальцы. Вот два меридиана, большие пальцы указательные, легкие, толстый кишечник, который мы с вами помассируем. Помассировать можно в любое время. Вы укрепите легкие, в чем-то их очистите, пошлете им свежую энергию. Массируем от основания к ноготкам, плавненько и спокойно. Постарайтесь до тепла растереть пальчики. Потом толстый кишечник на этой руке и на этой. И в серединочке, где две косточки соединяются, ямочка, универсальная точка, может быть, она будет болевой, сильно не давите, но массируя, эта боль потихонечку пройдет. Болевые точки говорят о том, что это запертый кусочек нашей руки. Легкие страдают очень от многого. И по статистике мировой они первые по онкологическим заболеваниям. Также экология. Не всегда мы дышим чистым и свежим воздухом. Курение. Но самая большая проблема, на взгляд китайских медиков, то, что легкие как шатер над всеми нашими органами. Они их как бы защищают, окутывают, снабжают кислородом с помощью дыхания. Но недомогание любого внутреннего органа обязательно будет влиять на легкие. Поэтому очень полезно укреплять не только легкие, но весь организм в целом. Продолжим наше занятие. Мы помассировали пальчики. И напомню, что важно успокоиться и расслабиться. Покой, расслабление. Представим себя в потоке белого тумана и пошлем свежую энергию легким. Из головы ушли все тревоги, тяжелые мысли. Тело расслабляем, чтобы все клеточки подышали. И сверху вниз поток белого тумана, который нас промывает, смывает в пальчики все, что болит и беспокоит по природным путям. Мы зачерпываем его и посылаем в верхнюю часть легких. Снова зачерпнем и поместим на плечи. Здесь проходят наружные пути легких, чтобы плечи расслабились, расслабился плечевой пояс. Затем мы послушаем несколько секунд свое естественное дыхание. Цигун – естественная система, и натужные вдохи и выдохи не принесут пользы, не укрепят ни легкие, ни дыхание и обесточат сердце. Внимание в центре груди и послушаем, как воздух
входит и выходит наш спокойный, естественный воздух. И всегда, когда мы делаем цигун упражнения, мы дышим естественно. Под лучиком внимания к дыханию тоже идет энергия, что поможет укрепить и легкие. А сейчас я предлагаю расправить грудь. Вот ушла, что кукожина, застой какой-то, чтобы много энергии пришло к легким. Но расправляем спокойно, без усилий, комфортно. Поэтому я встану, а вы можете выполнить упражнение лежа, стоя, как вам удобно. Снова зачерпнем белый туман, пошлем в легкие, расправим легкие. Примерно так, навстречу туману, и сквозь него пробиваются лучики солнца. Встанем на цыпочки, потянем и ноги, чтобы гармонично потянулось тело. Зачерпываем туман, омывающим движением помещаем в легкие, снова расправим. И снова зачерпнем белый туман. Так мы омываем легкие. От 3 до 5 раз будет достаточно сделать эти движения. Снова поместим легкие, но свежая энергия вытесняет все мутное и больное из легких, поэтому выведем за пределы тела все, что ненужного, больного замусорим, накопилось. По пальцам рук и ног акцент на большой пальчик, белым туманом. Вот так мы укрепили верхнюю часть тела, но для гармонии укрепим и нижнюю часть тела, чтобы не перегрузить голову вверх, а заодно укрепим и центр силы. Здесь давайте использовать будем энергию воды. Ниже животика, 3 пальца ниже пупка. Это центр силы. Заодно укрепим и прямую кишку, относящуюся к металлу, и органы малого таза. Представим маленькое родниковое озеро, зачерпнем воду. Омывающим движением поместим ниже живота, поддержим, чтобы она улеглась. И параллельно полу, головой вниз не ныряем, выведем до ноготков по ногам. Снова зачерпнем воду. Так мы улучшим и кровообращение ног и будем посильнее, поспокойнее, посильнее. Я живу спокойно, что у меня есть надежный помощник и посох цигун. И напомню, что я не болею ни вирусами, вообще ничем. Черпаем воду, не знаю дорогу в поликлинику. И до ноготков. И один мой занимающийся, ему 25 лет. Он жил на скорой помощи почти каждый день. Я не буду перечислять его заболевания. Не зря, может, вирусы поражают молодых. Вот такой 25 лет и был очень болен. Но занимаясь, он справился, преодолел все болезни и научился помогать себе методами самопомощи. Вот это все методы самопомощи, древние методы самопомощи. И однажды он мне сказал: мне теперь не страшно жить. У меня есть цигун, и я научился себе помогать. И справился с заболеваниями. А мы сделаем волшебное упражнение. И оно очень многим помогло занимающимся. Цигун, кстати, очень хорошо восстанавливает легкие, потому что где-то человек 5 у меня за мою практику было с неизлечимыми заболеваниями. И все прошло, все полностью здоровы. Я помогала им методами цигун, они занимались и сами, и ставила им новые легкие. Ставим новые легкие вместе со мной, чтобы вы не испортили, не нарушили то, что мы уже сделали. Представим, что у вас в ладонях ваши здоровые легкие. И мы их аккуратно помещаем омывающим движением, поддержим. Все выздоравливаем, хорошо себя чувствуем, живем долго, без болезней и старости. До следующей встречи.